Друзья, а вы знаете, за что Димексид называют жидким хирургом? Это средство действительно способно лечить множество недугов, при которых врачи предлагают лишь операцию. Но на этом перечень свойств димексида не заканчивается. Сегодня мы расскажем о том, как применять это лекарство и как правильно его дозировать, чтобы не навредить себе. Поэтому прошу досмотреть ролик до конца. Еще хочу упомянуть, что наш канал без подписки смотрит 89,9% зрителей. Прошу тех, кто не подписан на канал, но смотрит его, ценить работу команды. Подписаться и нажать на колокольчик. Сделайте так, чтобы кнопка «Подписаться» превратилась в «Вы подписаны». Заранее спасибо и приятного просмотра. Что такое димексид? Действующее вещество этого средства называется диметилсульфоксид. Оно обладает широким набором свойств. Во-первых, противовоспалительных. Во-вторых, обезболивающих. В-третьих, жаропонижающих. В-четвертых, антисептических. Это особенно интересно, ведь димексид способен не только убивать бактерии на поверхности кожи, но и проникать в клетки тканей и лишь патогенные микроорганизмы устойчивости к антибиотикам. Также стоит отметить, что в сочетании с другими препаратами местного применения раствор димексида способствует их лучшему проникновению внутрь тканей. Когда его применяют? Согласно инструкции, этот препарат применяют для лечения заболеваний костей и суставов и кожных покровов. Во-первых, это различные ревматоидные артрозы, артриты, подагра и иные заболевания суставов, сопровождающиеся воспалением и снижением подвижности сустава, а также сильной болью внутри него. Также димексид помогает при заболеваниях челюстно-лицевых костей и суставов. Во-вторых, димексид способствует заживлению ожогов, трофических язв, тромбофлебитов и инфильтратов. В-третьих, это средство лечит экзему, фурункулез, пиодермию и акне. И, наконец, самое удивительное свойство этого лекарства – улучшение приживаемости пересаженных частей кожи, как собственных, так и чужеродных. Однако опытным путем люди убедились в том, что этот перечень далеко не исчерпывающий. В народной медицине успешно применяют димексид для лечения грибковых поражений, а также в косметологии, как альтернативу дорогостоящим препаратам для разглаживания морщин. Наша подписчица вылечила застарелый грибок ногтей с помощью этого копеечного средства всего лишь за месяц. Как применять димексид? Для каждого заболевания важно соблюсти правильную дозировку и условия использования. Для болезней опорно-двигательного аппарата необходимо приготовить 20-30% раствор димексида. Чтобы соблюсти пропорции, удобно использовать колпачок от бутылки с лекарством. Налейте в емкость для смешивания 2-3 колпачка препарата и 7-8 колпачков воды. Смочите в растворе бинт и приложите к воспаленному суставу. Сверху можно замотать компресс пищевой пленкой и теплой тканью. Держите его 10 минут. Повторите трижды в течение дня. Можно делать компресс на полчаса, но тогда не применяйте димексид чаще одного раза в день. Вторая сфера применения – восстановление после операций. Необходимо приготовить 10% раствор и прикладывать смоченный им бинт к месту оперативного вмешательства. Делают такой компресс не чаще раза в день, а продолжительность воздействия определяет врач, исходя из срока после операции и состояния больного. Третий комплекс повреждений, которые эффективно лечит димексид, это гнойные образования при различных ранах и ожоге. При этом его можно применять как к термическим, так и к химическим ожогам. В этом случае 20% раствор димексида ватным тампоном наносят на поврежденное место трижды в день. Лечение грибка – особая сфера применения этого лекарства. Димексид эффективно уничтожает споры грибка, очищая ногти. Но при этом важно строго соблюдать правила его применения. Ногти необходимо вымыть. Концентрация раствора должна быть 30-40%. Разводить его необходимо дистиллированной водой. Наносить состав стоит ватным диском или сделать компресс. Но очень важно не держать его более 15 минут, а в идеале нужно менять каждые 5 минут.
Это обусловлено тем, что димексид хорошо проникает в ткани и может усилить попадание туда загрязненных частиц. Поэтому важно постоянно обновлять компресс, а также не использовать для него цветную ткань, ведь краска также может обладать токсичным действием. И, наконец, рассмотрим применение димексида в косметологии. Для разглаживания морщин этот препарат используют совместно с мазью салкосерил. Принцип действия прост: димексид улучшает проницаемость кожи, благодаря чему салкосерил способен хорошо впитывать в ее глубокие слои. Перед применением нужно тщательно вымыть кожу. Не наносите эти средства на участки под носом и глазами. Процедуру можно делать раз в день с интервалом в 3-4 дня. Курс – не более 10 процедур. Перерыв между курсами – 2 месяца. В профилактических целях достаточно повторять лечение дважды в месяц. Противопоказания к применению димексида – тяжелые заболевания печени и почек, атеросклероз, стенокардия, глаукома и катаракта, инфаркт, инсульт и сердечно-сосудистая недостаточность. Также не стоит его использовать для детей младше 6 лет и беременных женщин. А вы пользовались димексидом? От каких болезней он вам помог? Напишите в комментарий.